Всем привет, ребят! Сегодня такой вот солнечный и ветреный Петербург сегодня. Предлагаю прогуляться сегодня по Исаакиевской площади. Вижу ваши сердечки, вижу вас. Это замечательно. Ребят, находимся мы на Синем мосту. Это один из самых широких мостов. И вообще считается самым широким мостом в мире. Но, может быть, не до конца уж считается широким. Обратите внимание, что широким. Не длинным. Длина у него всего 30 метров. А вот ширина 97. То есть вот он начинается. Давайте на лодочку посмотрим. Посмотрим на лодочку. Вот он начинается, а заканчивается он вот там далеко, по сути 100 метров. Вообще, да, я рассказывал о том, что там есть и Красный мост, ну вот на Зеленом мы с вами уже были, вот мы побывали сейчас на Синем мосту. Был и желтый, но он был переименован еще черт знает когда. Пройдемте по набережной и посмотрим на вот такой замечательный столбик. На самом деле, не знаю, свет, наверное, слепит вас. Это стела с отметками наводнений. Попробую показать. Вот в каком году, да, и метка, докуда поднималась вода. Пойдем сюда. Пойдем мы к памятнику Николаю Первому. А вон он стоит. Ой, как хорошо стало тихо. И снова можно вспомнить былое. Мы гуляли с вами по Невскому проспекту, о котором только что говорил, и там были кони. Я уже в третьем видео говорю это. Ребята, там были кони. Я говорил, что автор их Петр Клод. А потом мы с вами гуляли по Летнему саду, и там был памятник Ивану Андреевичу Крылову. Я говорил, что автор его Петр Клод. Как вы понимаете, когда мы подойдем к этому памятнику, я вам скажу то же самое. Пока мы находимся вдалеке от него, обратите внимание, что конь стоит на двух ногах, две точки опоры. Мы об этом поговорим. Там ближе, потому что я боюсь, что я могу это не снять, когда буду там, у подножия. Наверное, не самый такой известный, не то чтобы известный, не такой уж распиаренный, как «Медный всадник», которого распиарил Александр Сергеевич Пушкин. И который, между прочим, медным всадником не называется. Это благодаря Пушкину его так стали называть. Вообще памятник называется просто памятник Петру Первому. Здесь, конечно, будут проблемы с переходами, потому что в место, которое находится близко, приходится идти по пешеходным переходам, а порой это занимает определенное время. В Питере солнце, ну надо же. Слушайте, оно будет сегодня и завтра. Поэтому я решил выйти в эфир, потому что думаю, ну ладно, пока уж мы здесь. Добрый вечер. Да какой же вечер, солнышко. Добрый. Все хорошо, прекрасно. Пойдем. Итак, да, памятник Николаю Первому, как я сказал, Петр Клод. Но интересен, да. Во-первых, то, что он стоит на двух точках опоры. То есть две ноги. Ну, если у вас есть рядом стул, отломайте от него одну ножку. Что будет со стулом? Он будет стоять, никуда не денется. Потому что три ноги это как бы нормально еще. Можно устоять. А две ноги это уже так не получится. А здесь получилось. Ну, отломайте, ладно, и вторую ножку, черт с ней, посмотрите на стул. На самом деле, до этого памятника был такой же, ну, не такой же, а я имею в виду, на двух точках опоры был и в Америке, а потом появился у нас. И, ну, вообще-то, это единственный памятник в России с двумя точками опоры. Посмотрим, пока мы здесь, на Мариинский дворец. Надо было, может быть, там. А, нет, почему? Мы можем подойти. Давай же мы подойдем. Пройдемся, да? Мариинский дворец, это, в общем, вообще как было, да, выходила замуж какая-нибудь великая княжна, и уезжала она из страны. А Мария Николаевна, дочь Николая Первого, уезжать особенно-то не хотела, поэтому она поставила условия своему немецкому парню. Сказала, либо ты приезжай давай сюда и живи здесь, либо никакой любви у нас с тобой не получится. Тот согласился и приехал сюда. Сейчас мы подойдем. Максимилиан Лихтенбергский звали жениха, который, в общем-то, ну как говорится, да, что русскому хорошо, то немцу смерть. Протянул он здесь недолго, в России, я имею в виду, 15 лет. После этого он умер, а его женушка взяла, да и вышла за другого. И уехала вообще из России. Дворец достался сыновьям, которые быстренько его промотали и отдали с долги. И, в общем-то, в те времена уже заседало здесь, ну, как городское собрание или типа, короче, депутаты. Мы же вернемся. Пойдем дальше. Подойдем, наверное, к Астории, давайте.
Вообще, кстати, про Медного всадника, раз уж мы идем опять здесь, я вспомнил про Медного всадника, который находится здесь же, на самом деле, чуть за Исаакием, но там нет связи, я это как бы сколько лет уже пройден этап, известно, ай-яй-яй-яй, неужели мы не успеем? А мы попробуем, давай попробуем. Не хочется, ой, не хочется. Да, там не будет связи у того памятника, у Медного всадника. Поэтому, может быть, в конце я обычно делаю 3 минуты тишины, может быть, я просто подойду туда, ну, будут зависания, да и черт бы с ними. Из все-таки интересного, того, что я не смогу вам показать, но вы сможете увидеть в интернете, вы можете просто загуглить глаза Медного всадника, зрачки, и увидите, что у него зрачки в виде сердечек у Петра. Погнали дальше. Астория. Построена она была в 1912 году. Известная гостиница, которая не единственная гостиница в мире, которая, в общем-то, сеть, да, в Нью-Йорке есть главная гостиница Астория. Все они такие дорогие и богатые. Если говорить все-таки о нью-йоркской Астории, то у той там 47 этажей, она была долгое время вообще одной из самых высоких гостиниц мира. Можно вспомнить о том, что там был придуман, она ведь называется как Астория Уолдорф, да? То есть там придуман был салат Уолдорф. Может быть, кто-нибудь знает, но мы иногда занимаемся кулинарией. Там как раз таки был придуман этот салат из яблок там и чего там еще, и корня сельдерея, да? Здесь же гостиница тоже для богатых ребят с деньгами. Здесь останавливался Герберт Уэллс, кто там, Горький, Есенин, Вертинский, из наших уже современников, Мадонна, Джордж Буш, что там еще, Рамштайн здесь были. Короче, все, у кого есть денежки, здесь отдыхают. Конечно же, важно сказать, Астория и Гитлер, ребята. Когда была война, Гитлер хотел праздновать здесь победу, которая так, слава богу, и не состоялась. Я сказал Гитлер, и на меня среагировали, видели, когда он хотел праздновать победу в Астории. И, в общем-то, даже говорят, что были пригласительные билеты, но это не факт, что это правда, что пригласительные билеты были без даты, с открытой датой. То есть он планировал как бы вписать эту и пригласить сюда отдыхать. И по этой же причине не бомбили Асторию, потому что иначе было негде праздновать. Дальше Англитер, гостиница Англитер. Печально известная гостиница, подожди, у нас есть там пешеходный переход? Есть, хорошо. Печально известная гостиница тем, что здесь повесился Сергей Есенин, написал «До свидания, мой друг, до свидания», и повесился, ну, как сказать, это, знаете, это условно говоря здесь, потому что все-таки гостиница это не та, потому что в 80-х годах, 86-й, по-моему, она была разрушена полностью, а ее перестроили, восстановили полностью, заново построили такую же, то есть как бы Есенин повесился здесь, но условно здесь все-таки. Слушай, у нас здесь просто обычный переход. Прекрасно. Так мы так и пройдем. Мы зайдем за угол, чтобы посмотреть, хотя бы просто посмотрим на табличку, которая нам сообщает о том, что здесь произошло. У нас, наверное, здесь кафе летнее уже стоит. А мы попробуем увидеть все равно. Оно будет закрывать, просто не давать смотреть. Вот, все равно видно. Давайте. Это, ну, как-нибудь видно, я надеюсь, да? Давайте мы посмотрим еще на одно здание. Я дойду сейчас отсюда. Еще на одно здание. То есть у нас здесь ушел из жизни Есенин. А вот здесь, в доме напротив, жил и умер Достоевский. Уходим отсюда, пока мы живы. Нет, я не шучу, серьезно говорю. Давайте мы вернемся в сквер. В свое время в этом сквере вообще планировались фонтаны, потом они планировались чуть-чуть в другом месте. Мы можем посмотреть на фонтаны и не увидеть их, потому что так их хрен кто и поставил. Давайте-ка взглянем еще чуть-чуть. Вот там люди, туда можно подняться. Ну, при желании, ну и войти тоже, конечно. Мы же идем к улице Почтамской. Она превращается в Почтамскую. Вот она была только что морской, а теперь стала Почтамской. Потому что там находится главпочтамт. Ну, соответственно, там нулевой километр. Мы к нему не дойдем до него. Я просто так об этом говорю, да и все. Как информация. Подойдем мы, наверное, к дому
К дому Мятлевых подойдем. Тоже достаточно интересный домик. Белый. Вот белый дом. Вообще при Екатерине II там жил Нарышкин. После революции здесь был художественный музей культуры. И раз уж мы посмотрели на табличку Есенина, то мы посмотрим еще на одну табличку. Она находится за углом, сейчас подойдем туда. Здесь жил и работал Малевич. И там табличка такая в виде черного квадрата, где указано, что это все было здесь. Ну, подойдем, посмотрим. Конечно, стрим. Кто-то говорит, вон кто-то стрим идет. Вот, можно еще посмотреть, зачем мы смотрим. Блин, ну Исаки это... Сколько не приезжай, сколько не смотри, тебе всегда кажется, что ну не может он быть таким большим, да? Он такой. Вот, табличка, о которой я говорил. Зимир Малевич жил и умер в этом доме. Подойдем к Российскому институту истории искусств, который находится вот буквально здесь же. И посмотрим еще на одну табличку. Пойдем. Да, Российский институт истории искусств, в котором бывало очень-очень много известных людей. Вот, кстати, можно про Монферрана сейчас вспомнить, надо не забыть, точнее, и рассказать о нем. Он здесь себя изобразил, не только себя, за что не понравилось очень. Наверное, не видно, вот здесь он с краю держит сам этот собор. Но между тем Российский институт истории искусств, где можно немножко помолчать и дать вам просто почитать. Ну, давайте мы вернемся к Исаакиевскому собору. Как я уже сказал, архитектор Огюст Монферран, который строил его 40 лет, построил и умер, в общем-то, следом после этого. Где у нас пешеходный переход? Где нам бы побыть? Там есть пешеходный? Есть, да? Пойдем там лучше. Вообще, на самом деле, удивительно, что дали Монферрану такой проект, потому что, по сути, он на тот момент был известен не был. Он, в общем-то, ничего такого-то и не строил. Это не то, чтобы какой-то архитектор с именем и вот давай-ка сделай-ка там собор. Нет. Был молодой парень без особой истории. Церковь Святой Марии Магдалины. Он участвовал в строительстве. Вот, и все. Монферран хотел, чтобы похоронили его здесь. Но этого сделать не разрешили, потому что Монферран все-таки был католик, а храм православный. Короче, не судьба. Но вообще это как бы было таким обычным делом, когда хоронили вот архитектора детище. Но пока мы здесь стоим, вы сравниваете для себя вот размер людей, размер машин и размер, да? Потому что порой ты смотришь на видео, и это не очень понятно вообще, что большой, ну и большой. Черт знает, насколько он большой. 100 метров, насколько он большой. То есть вот, где там рука моя, вот человечек стоит, а вот колонна, да? Кое о чем говорит. Колонны, раз уж я говорю о колоннах, каждая весит 114 тонн, более 100 их здесь всего. Сам собор весит 300 тысяч тонн. И чтобы он не ушел под землю, в землю забили 10 тысяч свай, ребята. Ну, разные данные, кто что говорит. 10 тысяч по некоторым данным. Казалось бы, а где, куда? Куда их столько тут наколотить? Что делалось? Достаточно интересная штука. Что делали? Вбивали одну сваю, на нее ставили вторую, и вбивали вторую, на нее ставили, и вбивали до тех пор, пока можно было вбивать, пока вот не остановится. Но мы перейдем на лошадок, посмотрим, а потом продолжим. Хотя он все равно просаживался, но есть данные про просадки. В чем прикол? Что хотел рассказать? Как из интересного, на мой взгляд. Этих свай, и они остались, каждый, естественно, не в уровень, да, в разный уровень, какая-то выше, какая-то ниже. И теперь была задача, а как их отпилить в один уровень? Как вот лазерного уровня нет, не придет бригадир, не включит и не отпилит по лучу. Нифига. Что придумали? Придумали, забавно. Просто залили котлован водой. То есть вода стала по уровню и отметили по воде. Ну, кто-то есть, по некоторым данным, говорят, что вода была просто подкрашена. Что вода была просто подкрашена. То есть, таким образом она сваи покрасила, потом воду слили, и вот тебе, пожалуйста, отпиливай, все в уровень. Ну, прикольное решение, как мне кажется. Но хотя, наверное, на тот взгляд оно было естественно. На тот момент оно было естественно.
Ну, еще, наверное, если поговорить все-таки о строительстве, раз я зацепил эту тему, колонны, ну, не буду рассказывать, как поднимали. Есть и схемы, есть даже видеоролики, которые ребята делают, как бы схематично, как это все поднималось. Меня интересует больше другая тема. Вот построили вы его. Вот как они вообще их сюда поставили, в смысле, рядом с самим собором? Ответ прост, так же, как и с той водой. Сначала поставили колонны, а потом стали строить стены. Вот как-то так. То есть, ну, понятно, что было, как их потом ты подставишь. Естественно, это было трудно, да, там было огромное количество людей это делало. Говорят, там 45 минут уходило, чтобы ее поднять вообще. Просто одну колонну, их здесь 100, ну, больше. А вот люди, вспомнил о людях. Да-да-да, там можно подняться по винтовой лестнице и, в общем, там посмотреть с высоты на 1,50 м, наверное. Вообще, мы были просто по делам. Я решил, думаю, раз уж я здесь, расскажу, а там сидят одни умники в комментариях. Поэтому не будем спорить и бороться с ними. Всем пока.